Привет, привет, Сергей. Добро пожаловать на канал русского подкаста. Привет, Таня, рад тебя видеть безумно. Мне кажется, что последний раз мы общались, может быть, 2 года назад. Да, я думаю, что где-то так, да. И твой канал Russian Radio Show, правильно? Да. Один из самых активных сейчас в Ютубе по изучению русского языка на среднем и высоком уровне, Я правильно? работаю над этим, да. Я работаю над этим, чтобы создавать больше контента. Не только, кстати, для среднего уровня и для тех, кто уже хорошо говорит, но и для студентов уровня А1, А2. И сегодня я хотела бы поговорить о тебе и о русскоязычных в Литве. Поскольку этот регион сейчас меня очень интересует, Латвия, Литва, Эстония. Я была И, недавно в Эстонии и в Латвии, и была просто поражена, как много там русскоязычных, вот откуда они там, вот, хотелось бы больше узнать. а ты Ну, впервые была, да, в странах Балтии? впервые, да, первый раз, вот, и может быть какая-то наивность моя такая, когда я приезжаю в страну, где много русскоязычных, я всегда удивляюсь. Так было и в Армении, и в Грузии. Вот. Я заметил твой интерес, потому что я подписан на тебя в социальных сетях, я читаю твои статьи в твоем блоге, я вижу, что в последнее время действительно очень много твоего внимания как раз-таки странам Балтии. Мне, конечно, приятно это. Отлично. Ну, расскажи, пожалуйста, о себе, где ты родился. Я родился в России, в Калининграде, то есть, в принципе, я родился и всю свою жизнь жил на берегу Балтийского моря. Мгм, мгм. Да, и по национальности я белорус. Как Что интересно, я не интересно, знала. да, потому что это интересная история. Во-первых, я не говорю на белорусском языке, и никакой, скажем так, духовной связи с Республикой Беларусь, в общем-то, у меня нет. Кроме того, что я в детстве часто проводил время у бабушки и у дедушки, которые там похоронены. Да, у меня интересная история, потому что моя бабушка вообще родилась на территории Польши. У меня одна бабушка из Польши, дедушка из Белоруссии, одна бабушка из Украины и один дедушка русский. Ох, ничего То себе, есть, в все, принципе, весь... во мне 25% русской крови, но ты правильно сказала, что у меня славянское имя, М, славянские корни, это точно. понятно. Вау, какая смесь. Прямо типичный представитель бывшего Советского Союза. Да. Да. Мгм. И когда мне было 23 года, когда я закончил университет, я переехал в Литву. В принципе, расстояние 150 километров. Да, Мгм. то есть не очень далеко я уехал, но понятно, что это другая страна, это другая культура, это другой язык. И чтобы резюмировать вот этот мой путь, сейчас я являюсь гражданином Литвы, то есть у меня литовский паспорт, у меня, в общем, менталитет, как мне кажется, немножко литовский тоже, то есть след остался, потому что я прожил почти половину жизни в Литве. И я сейчас живу в Барселоне, но, например, со своей собакой, которую я купил в Барселоне, которая сейчас спит на коленях, я общаюсь по-литовски. Скажи Н- что-нибудь сейчас ей. Скажи, спи, моя хорошая. Мартинука мегок, мано мяйле. О! Мартин, спи, моя любовь. Да, и не спрашивай, почему. Не знаю, вот как-то так сложилось, что я говорю по-литовски с собакой. Понятно, понятно. Значит, ты говоришь, как я поняла, по-литовски ты говоришь. Да, Да. практически, как я думаю, без акцента, может быть, легкий есть Мгм. акцент, По-русски. конечно. Так, еще на каких языках ты говоришь? Я говорю по-английски, сейчас говорю по-испански, потому что я в прошлом году сдал экзамен B2, официальный экзамен по испанскому языку. Я Мгм. боюсь сказать, что я говорю на итальянском языке, потому что я учился в Болонии, я изучал активно итальянский язык, но из-за того, что просто не с кем говорить, я потерял именно разговорный навык. То есть я все понимаю, но я уже не могу сказать, что уровень моего итальянского языка B1, хотя у меня есть сертификат. Я думаю, я понимаю на B1, а говорю уже на А1. Это еще одно напоминание, что всем студентам, которые изучают иностранные языки, нужно говорить. Говорить, практиковать Да, язык. да, То да, есть да. у тебя есть интерес и талант к языкам.
как я поняла. Не знаю, есть ли талант. Мне кажется, что есть люди талантливее. Я думаю, что таланта особого нет, есть упорство. Мгм, мгм, мгм. Да, Понятно, хотя понятно. иногда я прокрастинирую, ленюсь, но есть Ну, упорство и желание. упорство, мотивация, система какая-то для Система, занятий. конечно, конечно, Мгм, мгм. конечно. Мгм. Так. И чем ты занимаешься? Я знаю, что ты преподаватель русского языка. И, кстати, в новой версии моих первых подкастов можно услышать твой голос. Я Очень, помню, мы записывали, да, да, очень аудио. профессионально записано. И ты также занимаешься организацией праздников. Я могу сказать так. Во-первых, 28 лет почти я отработал на радио, и определенную часть этой радийной жизни я отработал на телевидении. Я работал на телевидении также, но год назад я закончил свою карьеру на радио, потому что я понял, что все сказал уже, все Мгм. сделал, и как-то так сложились обстоятельства, что моя карьера закончилась, поэтому сейчас в первую очередь я преподаватель русского языка как иностранного и автор своего подкаста и канала «Русское радиошоу». А даже не организация мероприятий, а проведение М. мероприятий — это такая второстепенная, скажем так, работа. Она зависит от сезона, от других обстоятельств. Поэтому в первую очередь я преподаватель русского языка как иностранного. Понятно. Но для меня это все связано, потому что есть работа с людьми, есть нужно как-то пробуждать интерес к языку или к мероприятию, к празднику. В общем, для меня это все связано в Это одном. правда, и это очень-очень помогает. Я всегда всем говорю, что вот я, как мне кажется, объединил весь этот опыт, опыт на радио, на телевидении, опыт на мероприятиях, для того, чтобы мои уроки по русскому языку были более или менее интересными. Потому что, Таня, поверь, иногда бывают мероприятия, когда люди сидят абсолютно, там, не знаю, уставшие, не хотят ничего делать, и ты должен со всей Веселить. своей, да, со всей своей харизмой, мотивацией, энергией заряжать людей. То же самое часто бывает на уроках, когда студент может быть не мотивирован, он устал, он не сделал домашнюю работу. И я понимаю, если я сейчас немножко опущусь до его уровня эмоционально, это будет самый скучный урок на свете. Поэтому это Понимаю, очень понимаю. помогает, да. Очень понимаю тебя. Так. И когда ты переехал в Литву, ты быстро начал учить литовский? Много ли в Литве вообще русскоязычных? М. Начну с последнего вопроса. Есть такой миф, что русскоязычных очень много, потому что Литву часто путают с Латвией. У нас с друзьями даже есть мем. Конечно, Рига — это столица Литвы. Мы так Мгм. говорим, потому что действительно люди не знают, какая страна, какая столица. Если я не ошибаюсь, около 6-7% русских в Литве. Почему Мгм. я, наверное, таким, со знаком вопроса бы отнесся к этой информации? Потому что мы знаем, что за последние 2 года россияне переехали в Литву. Например, не знаю, певица Монеточка живет в Мгм. Вильнюсе. Но, в принципе, немного, 7%, Мгм. 6% примерно. Мгм. Это И русских или русскоговорящих? русских. А, Русскоговорящих чуть больше, мгм. потому что, конечно, есть белорусы, есть армянская диаспора, и они очень часто себя позиционируют как русскоговорящие, потому что они тоже говорят на русском языке. Я могу сказать так, вот прошлым летом я неделю провел в Вильнюсе, и на улицах Вильнюса очень много русской речи. Мгм. Очень много, и стало больше. Ее стало больше. Мгм. Поэтому сложно М, сказать сейчас, да. как много русскоязычных. А что касается изучения литовского языка, у меня есть железное правило. Приехал в страну, первым делом ты начинаешь изучать язык, а лучше начинать до. Мгм. И я начал изучать язык вот в тот момент, когда я приехал в Литву с Мгм. чемоданом, еще даже по визе, у меня еще не было вида на жительство. Я начал изучать, и мне кажется, что первый экзамен на уровень А2 я сдал примерно через год.
Вау, какой Мгм, молодец, какой молодец. А почему для тебя важно изучать язык? Например, я была в Эстонии и мгм, в Латвии, и там есть проблема, мы об этом поговорим, не граждан, да. мгм, Это люди, которые иногда родились в этих странах, но до сих пор не говорят на языке. Вот, и поэтому не могут получить паспорт, гражданство. мгм, То почему мгм. для тебя это важно? Ты знаешь, это, с одной стороны, трудный вопрос, с другой стороны, легкий вопрос. Для меня это настолько естественно, когда ты приходишь в гости к человеку, ты говоришь «здравствуйте». Вот для меня это «здравствуйте» — это твое желание изучать язык, Мгм. потому что это показывает, что ты идешь навстречу этой культуре. И, кстати, мы об этом поговорим. Многие русскоязычные, не только русскоязычные, вообще люди, которые приезжают в страну в какую-то, они делают, на мой взгляд, эту ошибку. Они хотят вот так сидеть, и чтобы как бы страна, культура к ним шла. Мгм. Мгм. Идите ко мне, создавайте мне условия. Нет, это всегда отношения, как в любви. Два человека идут навстречу друг другу, какие-то компромиссы и так далее. Это то же самое. Поэтому мне кажется, что это настолько естественно, как сказать Мгм. «здравствуйте», Мгм. начать Мгм. изучать язык. И я по себе знаю, что когда ты попадаешь в новую компанию, и у меня это было, и люди видят, что ты иностранец, и они видят, что ты пытаешься говорить на их языке, а потом ты говоришь, что вообще-то я живу всего лишь 6 месяцев, и люди говорят, ты за 6 месяцев Мгм. смог выучить этот язык. Я вижу, что это располагает людей, но это Мгм. приятно. Ведь это приятно, Согласна, правда? согласна. Многие люди не хотят делать вот этот первый шаг, они хотят, чтобы им сделали первый шаг. Мгм. Это неправильно. И, например, даже сейчас, ты знаешь, что испанцы говорят очень быстро. Мгм. Мгм. Просто очень быстро. Мгм. И первым делом, когда я звоню в какую-то там свою телефонную компанию или, не знаю, по каким-то делам, я всегда говорю на, на испанском языке, на кастельяно. Я всегда говорю, что «soy extranjero, podrías hablar un poco más lentamente». Я иностранец, вы могли бы говорить немножко помедленнее. Мгм. Были случаи, когда говорили, давайте мы вас сейчас соединим с англоговорящим специалистом. Я говорил нет. Вот, поэтому, Молодец, да. молодец, очень хороший подход. Так, так, и да, действительно, в Таллине по М, статистике 45% людей говорят на русском, это их мгм. родной, в Риге 55, то есть в Вильнюсе это будет меньше, да? Я думаю, меньше, да, мне кажется, меньше. И, кстати, о Таллине. Я никогда не был в Таллине, но мой дядя, моя тетя и мой двоюродный брат, они жили в Таллине очень-очень долго, еще во времена Советского Союза. Они уехали из Эстонии в середине 90-х, переехали в Гамбург. Сейчас они живут в США. Мгм. И, кстати, когда мне говорят о негражданах, я удивляюсь, потому что все они граждане Эстонии Мгм. у Мгм. меня. Мгм. Мгм. Как ты думаешь, почему? Потому что они сдали экзамен на эстонский язык. И сделали этот шаг. Они Да, сделали да, шаг навстречу. Они да, не да, да. сидели 30 лет и не говорили, давайте нас тут Мгм. Да, да, да. Но, кстати, радуйте. первая причина, я много читала об этом, первая причина, почему люди не получают гражданство, не потому что они не могут сдать экзамен, это тоже, но потому что они считают, что им его должны просто дать. Вот, без языка, то, что ты говоришь. Хорошо. Теперь давай поговорим о Литве. Вот я Мгм. сейчас думаю организовать следующую стажировку по русскому языку в Литве. Вообще, что ты думаешь об этой идее? Стажировка по русскому языку в Литве. Вообще логично? Есть смысл в этом? Хорошая идея. Я вообще за то, чтобы было больше, скажем так, связей, да, между людьми, чтобы люди общались, у людей были диалоги и так далее. Литва — моя вторая родина. Я рад, Мгм. что туда что туда приезжают хорошие люди, тем более люди, которые хотят изучать язык все равно какой страны. Мгм. Мгм. Поэтому мне кажется, это отличная идея. Ну, например, когда мы были в Эстонии, мы Мгм. смогли сходить в театр на русском языке,
на дегустацию на русском языке, экскурсия у нас была на русском. То есть Мгм. можно было найти очень много всего на русском. Вот в Вильнюсе есть такая возможность? Конечно. Безусловно, скажем так, политический аспект очень сильно повлиял М. на отношение вообще ко всему русскому. И, как я сказал, во многих сферах все, что связано даже косвенно, М. даже не с Россией, а с чем-то русским, это токсично для многих М, людей. Ну, Вот, сейчас, мне поэтому кажется, как-то все успокоились. Это в начале войны это было очень токсично. Мне кажется, сейчас лучшая ситуация. я надеюсь, мне тоже так действительно кажется, Мгм. что люди устали уже от этой ситуации, люди Мгм. уже начинают немножко понимать, что я понимаю, почему все это было. Я не оправдываю ни в коем случае это негативное отношение ко всему русскому, но я понимаю, потому что, в принципе, история такова, что у Литвы тяжелое отношение с Россией. То есть Мгм. я Мгм. понимаю, почему это. Мгм. Я тоже понимаю, поэтому я всегда рекомендую Мгм. своим участникам, если они очень хотят говорить на русском, Мгм. сначала сказать, поздороваться на местном Да, языке, да, да. потом на английском спросить, какой они предпочитают язык. Вот. И они часто, например, в Таллине, особенно в отелях, в ресторанах, они говорят все равно, и тогда можно говорить на русском, но с уважением к местной культуре. Поддерживаю тебя на 100%. Это просто вот нужно такую маленькую инструкцию написать. М. Поздоровайтесь на языке страны, Мгм. по-английски спросите, на каком языке вам удобнее общаться. Я уверен, что в Литве, если вы спросите, на каком удобнее, на английском или на русском, люди старше 30 лет точно скажут лучше на русском языке. Мгм. Да, И и все. тем более, если вы не носитель русского языка, это даже еще проще, потому что, да, они чувствуют меньше как бы давления. Да. Хорошо. Ну что, Мне давайте. кажется, что поехать в Вильнюс отличная идея, коротко скажу, потому что там много русскоязычных людей сейчас. Это прекрасный город. Там много разных мероприятий, в том числе на русском языке ты можешь найти экскурсовода и какое-нибудь еще мероприятие, Мгм. потому что приехали люди, русскоязычные люди, приехали актеры, приехали стендаперы и так Мгм. далее. Мгм. Поэтому Мгм. это Мгм. отличная идея. Ну и, конечно, когда мы с моими участниками ездим в такие страны, нам, конечно, также интересно узнать о местной культуре. Так. Какие у тебя топ-3 места в Литве, в Вильнюсе или в других городах? Поскольку я все-таки жил около моря, это примерно 300 километров от Вильнюса, поэтому смотря куда вы поедете. Например, если вы встречаетесь в Вильнюсе, то, конечно, старый город Вильнюса, это очень красивое место. Точно людям из Западной Европы, из Америки будет интересно посетить советские районы, М. районы вот этих советских многоэтажек, потому что если вы смотрели сериал «Чернобыль» на Netflix или на HBO, М. неважно, Мгм. снимали ведь весь этот Советский Союз конкретно в одном районе Вильнюса. Да, серьезно? Да. О, Более того, у меня есть знакомые, которые в массовке принимали участие. вау, мы поедем посмотреть, хорошо. Я думаю, Мгм. что это будет очень интересно. Конечно же, недалеко от Вильнюса есть просто прекрасный городок, который называется Тракай. Это удивительное место в Литве, потому что это красивые озера, это в центре озера маленький остров с красивым замком, М. и вы там обязательно должны попробовать местную литовскую кухню. Это Так, просто прекрасное место. отлично. Так, а Да. что ты рекомендуешь попробовать? Слушай, я назову традиционные литовские блюда, которые я обожаю. М. Во-первых, это холодный. Там есть картошка. Есть А, картошка. Как же ура, без ура! картошки? Значит, первое — это холодный литовский борщ. И у меня, кстати, есть подкаст об этом блюде, потому что в М. прошлом году, мне кажется, этот суп был признан самым инстаграмным супом или что-то типа того. Это розовый такой суп розового цвета с Красиво, красиво картошкой. смотрится, да, красиво Да, выглядит. хотя латыши, белорусы сейчас спросят, вообще-то это наш суп. Это М. такая же история, как с шашлыком. Грузины, армяне и представители других прекрасных стран могут
поспорить, Мгм. чье это блюдо, или там люля-кебаб. Значит, это литовский холодный борщ, это литовские цепелины. Мгм. Это такое блюдо и напоминает цепелин из картошки, Мгм. и внутри мясо. Если вы О, вегетарианец, это может быть а, творог. И в огромное Тракае спасибо. обязательно попробуйте кибинай. Это такие пирожки внутри с мясом. Их нужно есть с куриным бульоном, пить куриный бульон. И вот в Тракае есть прекрасные ресторанчики с видом на замок, на этот остров. Вы пьете, особенно когда холодно, М. куриный бульон и едите вот кибинай, вот эти пирожки. И последний вопрос. Ты сказал, что ты уже полжизни живешь в Литве, что ты уже Мгм. по менталитету больше даже литовец, чем белорус. Эм, Я шучу, я всегда по-литовски говорю «Aš esu mišrūnas». Mišrūnas — это как бы, так говорят о животных, о собаках и о кошках, ну, по-русски не очень красиво, дворняга. То есть Смесь это так такая, микс, смесь, да, микс, смесь. микс. Вот это я. Я не могу сказать, что я там русский, белорус, литовец. Мгм. Я мишрунас. Я А, дворняга в хорошем смысле этого слова. У меня много всего во мне. понятно. Что значит литовский менталитет? Как ты можешь описать, вот если ты должен рассказать кому-то Мгм. о менталитете литовцев? Какие они? Безусловно, они закрытые, как правило. То есть это люди, которые не так активно показывают свои эмоции, как, например, славяне или французы, Кат- итальянцы, испанцы. Каталонцы. Это другой мир просто. Мгм. И для меня это был такой первый стресс, потому что когда я работал на мероприятиях в России, например, в молодости, после каждого мероприятия подходили люди, говорили: «Спасибо, Сергей, это было прекрасно». Когда я начал работать в Литве, подходили люди, говорили: «Спасибо». И я не понимал, это подвох, это действительно было хорошо или нет. Потом я понял, что это было действительно спасибо, Мгм. просто это было другое спасибо. Это закрытые люди, более холодные, но это не делает их ни в коем случае хуже. Это люди с хорошим вкусом. Мне нравится М. литовский вкус в одежде, особенно у молодежи, то есть такое влияние чего-то скандинавского, М. такой минимализм. Минимализм, да-да-да. Минимализм. Мне он очень нравится. Мгм. Минимализм, спокойствие. Хотя, как обычно говорят вот о русских людях, что мы не улыбаемся и такие, может быть, немножко неприятные, агрессивные, но как только узнаете больше нас, мы Мгм. сразу... Видишь, русские, я говорю, мы. Мгм. 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 С литовцами практически такая же история. Они кажутся холодными, но, в принципе, если затронуть какую-то эмоциональную тему, они сразу становятся эмоциональными. Да. Мгм. Понятно. Спасибо большое. Мне очень захотелось поехать в Литву благодаря тебе. Ты ее продал, рекламировал очень хорошо. Благодарю тебя. И под видео будет ссылка на твой YouTube канал Мгм. и на твои подкасты. Спасибо большое. Приезжайте в Литву. Это действительно прекрасная страна. Так что приезжайте. Благодарю тебя, Сережа. Пока. Пока-пока. Пока.